Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня в ролике вы узнаете, насколько мощным окажется Core i5 11400 и какая будет рекомендуемая цена на RX 6800 XT от партнеров. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте зарегистрироваться в таверне, нажав на колокольчик и кнопку «Подписаться». И с вашего позволения я начну с первого ноутбука Nokia, который официально представили в Индии. Новинка получила название PureBook X14 и может похвастаться 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD. Главным звеном PureBook выступает процессор Core i5 10210U в паре с 8 ГБ DDR4 и NVMe накопителем на 512 ГБ. Дискретной видеокарты в таком ноутбуке нет, поэтому придется довольствоваться встроенной 620 графикой. А стартовая цена составила $814 США. Тем временем у сетевых ритейлеров появилась информация про ноутбук TUF Gaming A17 от компании Asus. Уже известно, что он получит процессор AMD Ryzen 7 5800H и видеокарту RTX 3060 Mobile, которые только должны представить в январе. Изображение в таком ноутбуке будет выводиться в Full HD на IPS-дисплей со 144 Гц. Такая конфигурация уже намекает на довольно хорошую производительность видеокарты RTX 3060, которой в теории должно хватить для гейминга с высокой частотой обновления экрана, по крайней мере в онлайн-проектах. Однако цена на такого красавца пока что остается неизвестной. А один партнер зеленого чипмейкера решил сделать очень странную видеокарту RTX 3070, которая получила 12-пиновый разъем питания. Конечно, в новом разъеме есть определенные преимущества, но для видеокарты RTX 3070 можно было обойтись и обычным 8-пин, и не изобретать велосипед. Кстати, сама компания M-Tech довольно популярна в Южной Корее, однако до наших регионов она практически не доезжает. В синем же лагере прилетел тест неанонсированного процессора Core i5 11400, который успешно прошел бенчмарк C-Software. Данный процессор обладает 6 ядрами и 12 потоками, а базовая частота составила 2,6 ГГц. В автоматическом разгоне процессор мог набрать вплоть до 4,4 ГГц. Но очень интересно, что по сравнению с нынешним процессором i5 10400 базовая частота оказалась ниже на 300 МГц, а максимальная на 100 выше. Также вырос и объем кэша второго уровня ровно в 2 раза, а вот третий кэш остался без изменений. В такой конфигурации Rocket Lake S превзошел i5 10400 от 6 до 46% в зависимости от теста. Такой результат действительно неплох, но куда интереснее, что процессор работал на материнской плате с чипсетом H510. Это в очередной раз подтверждает выход чипсетов 500 серии, в выходе которых многие сомневались. А в красном лагере сейчас происходят не самые приятные вещи. Один из партнеров AMD наконец-то рассказал, сколько будут стоить модификации RX 6800 и RX 6800 XT. Компания Gigabyte оценила свою флагманскую модель RX 6800 XT Aorus Master в $900, что на $250 больше рекомендуемой цены AMD. Версия без XT получила ценник в $720, что больше эталонного на $140. Также Gigabyte раскрыла стоимость более простой RX 6800 XT Gaming OC, которая будет стоить $850. Такая цифра больше на 200 единиц, чем заявленная AMD. В общем, цены получаются не очень радужные, и переплатить за модификации партнеров действительно придется, и причем немало. Кстати, эталонные видеокарты потихоньку начинают появляться в РФ. Я уже нашел эталонную модификацию от Gigabyte, которую можно купить. Ссылочку на нее я оставил в описании. Тем временем американский производитель систем охлаждения представил переносной чиллер под названием Coolants EXC900. Такое устройство рассчитано на отведение 900 Вт тепла, и с его помощью можно охладить жидкость ниже температуры окружающей среды. Встроенный насос прокачивает 11 литров жидкости в минуту, а стоить такая прокачка будет $1800 США. А компания Electronic Arts решила купить студию Codemasters, которые известны своими легендарными гоночными симуляторами серии Dirt, Grid и F1. Такая сделка обойдется в $1 миллиард и 200 миллионов баксов, а сама EA поможет лучше продвигать гоночные симуляторы. Также возможно, что такое слияние как-то повлияет на Need for Speed, так как Codemasters очень неплохо умеет делать гонки, а NFS может предложить классный сюжет. А компания Gigabyte представила свой портативный SSD, который получил название Vision Drive. Он будет использовать интерфейс USB 3.2, а в основе лежит память 3D NAND TLC. Скорость записи и чтения новинки заявлена на уровне 2000 МБ в секунду, а цена пока что не сообщается. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал.
До скорых встреч, друзья!